Чуть больше 30 лет этот инцидент хранился в полной секретности. В соответствии с законом о свободе информации были раскрыты шокирующие подробности этого дела. Всем привет! С вами Финемор. Этот инцидент является одним из самых правдивых случаев наблюдения НЛО и его фотографированием. Благодаря радарам визуального наблюдения и показаниям уважаемого пилота Чиккони. 18 июня 1979 года военный пилот Джон Карло Чиккони возвращался на авиабазу Тревизо в Италии на истребителе Г-91Р с группой Г-91Р-14 второго истребительного авиаполка ВВС, завершив разведывательную миссию. Неожиданно радиолокационный центр зафиксировал постороннего нарушителя на экранах своих радаров и дал указание Чиккони не приблизиться к неопознанному объекту, вошедшему в зону ограниченного доступа. Чиккони, подлетая к объекту, включил камеру своего фотоаппарата. Он приблизился к НЛО на расстоянии 70-80 метров со скоростью около 300 узлов, 450-500 км в час. Сотрудники аэропорта в это же время наблюдали за происходящим в бинокле. Диспетчерская вышка Тревизо вызвала Чиккони, чтобы предупредить о том, что объект оставляет странный синий след. Пилот стал преследовать странный объект на высоте примерно 2 километров. Синего следа он не заметил. Сделал отметку, что объект периодически двигается рывками вверх-вниз, за раз совершая очень резкий набор или сброс высоты. Он подсчитал, что за один рывок объект преодолевает примерно 300 метров высоты. При этом объект мог подниматься на высоту до 4 километров. Облетев примерно 7 или 8 раз вокруг этого объекта, он каждый раз фотографировал его. Сделано было примерно 82 кадра, и на этих кадрах достаточно четко был запечатлен непонятный нарушитель. Видимый НЛО был неподвижен относительно Г-91, но все-таки радиолокационный центр подтвердил, что он движется, и курс и его скорость были определены. НЛО выглядел как матовый темный цилиндрический объект с небольшим почти прозрачным куполом, расположенным на его верхней стороне. Купол был очень похож по форме на купол спортивных автомобилей. Чиккони рассказал, что увиденный им НЛО был твердым объектом и не каким-то облаком или иным атмосферным явлением. И когда он подошел к нему очень близко, на него не повлияла турбулентность его истребителя Г-91. Чиккони, делая еще один облет, чтобы сделать следующую серию фотографий, радар из страны сообщил о том, что объект внезапно исчез со всех радаров. Через пару секунд диспетчерская вышка подтвердила, что НЛО исчез и визуально. Когда приземлился самолет Чиккони, пленки сняли и быстро проявили. Непознанный объект оказался в длину не менее 8 метров и чуть меньше 3 метров в диаметре, относительно небольшой. Этот инцидент считается одним из самых правдоподобных случаев наблюдения НЛО и его фотографированием, благодаря радарам, визуальным наблюдениям и показаниям самого Чиккони. Американский сенатор, приехавший в СССР, лично увидел 2 летающие тарелки, когда ехал в советском поезде. Я все же сомневаюсь, что вы поверите в это. Сенатор от штата Джорджия Ричард Рассел был первым, кто увидел летающие диски, про которые нам годами говорили, что такого не существует. Это необычная история, практически неизвестна в России, но регулярно встречается на американских уфологических сайтах. В 1947 году, когда пилот Арнольд Кеннет сообщил о наблюдении 9 так называемых летающих блюдец, американцы были очень обеспокоены волнами наблюдений НЛО. Американские политики тоже были озабочены этим явлением и подозревали в НЛО передовые летательные аппараты из враждебных стран, таких как СССР. Рассел был достаточно известной фигурой в политике США в 1950-60-х годах. За время своей службы он увеличил оборонный бюджет почти до $1 миллиарда. Так что можно смело сказать, что он был очень надежным человеком, слова которого имели большое значение.
В 1955 году Рассел отправился в большой тур по Европе, в том числе заехал и в СССР. В поездке Рассела сопровождали его помощник, подполковник Хэтуэй и переводчик Рубен Эфрон. 4 октября 1955 года они находились на неуказанном участке Закавказья в вагоне пассажирского поезда. Было примерно 7 часов вечера, то есть уже темно. Когда Рассел взглянул в окно, он разглядел снаружи что-то похожее на огромный летающий диск. Этот объект очень медленно поднялся от земли вверх, в небо, и внизу диска он заметил яркие огни. Поднявшись на высоту около 2 километров, диск стремительно набрал скорость и унесся на север в считанные секунды, обогнав едущий поезд. Пока диск поднимался вверх, Рассел успел позвать Хэтуэя и Эфрона. Хэтуэй успел увидеть летающие диски. Через некоторое время уже все трое увидели второй НЛО, точную копию первого. Он также поднялся вверх и с огромной скоростью устремился вслед за первым диском. Когда второй диск исчез, проводницы почему-то начали закрывать окна в вагонах и приказали всем не смотреть в окна. Рассел и его помощники не могли дождаться момента, когда же они покинут СССР и окажутся как можно дальше. В Праге они тут же пошли в американское посольство и рассказали обо всем, что видели. Чуть больше 30 лет этот инцидент хранился в полной секретности до 1985 года, когда в соответствии с законом о свободе информации были затребованы документы ЦРУ, ФБР и ВВС США и раскрыты шокирующие подробности этого дела. Человеком, благодаря которому эта история появилась в прессе, был доктор Брюс Маккаби, руководитель фонда исследования НЛО. Маккаби назвал этот инцидент крупным прорывом, подтвердившим существование НЛО. Эти подлинные секретные документы имеют большое значение, потому что один из самых влиятельных сенаторов США стал свидетелем НЛО и сообщил о нем. Согласно рассекреченному отчету, комментарии по этому необычному инциденту были разные. Многие не верили в это. Рассел был первым, кто увидел этот летающий диск, про который нам годами говорили, что такого не существует, и все, кто находился рядом с ним, тоже видели. Один диск поднимался почти вертикально с медленной скоростью. Его внешняя поверхность медленно вращалась вправо, до высоты около 6000 футов, где его скорость затем резко увеличилась, по мере того, как он направился на север. После был замечен второй летающий диск, выполняющий те же действия. Зона взлета находилась примерно в 1-2 милях к югу от железнодорожной линии. Интересно, что Эфрон добавил, что НЛО летали без шума и не было никаких признаков выхлопных газов. Этот инцидент шокировал ЦРУ и американскую разведку и снова оживил теории о том, что за технологией НЛО стояли русские. Сделанные фото, взятое интервью сенатора Рассела и его группы, ЦРУ все-таки пришли к выводу, что их история не поддерживает теории о том, что Советский Союз разработал НЛО в форме блюдца. Герберт Сковилл-младший, заместитель директора ОСИ, сказал, что объекты, которые наблюдала троица, вероятно, были обычными реактивными самолетами. Уэлтон Лексоу, глава отдела прикладных наук ЦРУ, также был настроен скептически. Он рассуждал, почему же СССР продолжали разрабатывать самолеты обычного типа, если у них была настоящая передовая летающая тарелка. Существующий в те годы проект по НЛО «Синяя книга» так и не смог получить никакой информации по этому делу. Это говорит о том, насколько деликатным было это дело для правительства США, вероятно, из-за холодной войны. В то время спецслужбы США с особым вниманием наблюдали за советскими самолетами. Их источником наблюдения за русской техникой в то время были парады в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. Но им так и не удалось обнаружить ничего похожего на то, что увидел и описал сенатор Рассел. Иначе говоря, если появляются сообщения о наблюдении над Землей какого-либо странного явления, случай не был отождествлен ни с каким известным науке метеорологическим или астрономическим явлением, а также не было установлено доказательства фальсификации, то говорят, что речь идет о неопознанном летающем объекте НЛО. Если же объяснение явлению найдено, то говорят об опознанных летающих объектах ОЛА.
Большинство летающих объектов все же находит объяснение и становится ОЛА. Из всех сообщений о неясных летающих объектах неопознанными остаются только 5-10%. Некоторые объекты остаются неопознанными только лишь из-за недостатка информации о них, поскольку из-за документированных случаев наблюдения летающих объектов некоторые опознать не удалось. Наибольший скептицизм обычно вызывают не сообщения о наблюдении чего-то непознанного, а утверждения об инопланетном происхождении. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.